Ну я чё, посидеть с тобой сел, что ли? Я, конечно, жду, что оттуда что-нибудь такое вот хорошее придет. Но ведь надо уже сейчас уже что-то делать. Тут еще порядок надо навести. Бардак такой, ты посмотри. Твоя работа, между прочим. Стоит мне отлучиться, как ты тут же начинаешь тут все баламутить. И так каждый раз. Порой мне кажется, что я тут один. Ты и так здесь один. Я просто кайфую, чё? Ты вообще в курсе, что здесь скоро останется только один из нас? Чё это? Той-то? Сейчас вот не понял. С этого места поподробней. Там сейчас решают, кто из нас лишний. А, ну тогда я спокоен. Это почему? С чего ты взял? Ты рухлядь! Скучный ты, нет в тебе радости жизни, вот обычной. У тебя мебель вся из 17 века. У тебя там под шапкой чё, волосы или мох? Ты там грибы выращиваешь? Фу, жопа, а не комната. Нет, чтоб такое что-нибудь замутить. Грибы, похоже, ты выращиваешь. Тебя должны слить, ты обуза. Ничего не делаешь, сидишь только тыкаешь. Ты не замечал, что мы чем-то похожи? Оборжаться. Ты опять уводишь разговор. Я тебе говорю, весь этот срач здесь из-за тебя. Ты не изводишь? Ты ничтожного, все, к чему прикасаешься или о чем говоришь. Рядом с тобой невозможно творить. Невозможно ничего сделать. Как только ты тут помещаешься со своим эго? Что бы ты делал без меня? Ты бы уже повесился здесь на своих наушниках, меломан несчастный, ведь ты не можешь без меня, просто не хочешь в этом признаться. Когда ты садишься марать бумагу, о боже, карандашом. Нет, ты точно дикарь. Мне хочется тебя растормошить. И о боже, ты податлив. Видишь ли, вся твоя напыщенная аскеза растворяется в моей силе. Так сиди со мной и кайфуй. Хорош мучить себя неподъемными вопросами мироздания, которые и до тебя уже поисследовали. Все песни спеты, что проще. Но нет, нам тут очень тесно. И нет, чтоб ты ушел. И дал бы мне здесь распространиться. Распространиться, как ты любишь говорить, когда воображаешь себя писателем 19 века, который настолько витиевато и изысканно, при этом без фальши, изъясняется, что поневоле возникает вопрос, а не на машине ли времени этот гость к нам прибыл? Все твое галимое вдохновение, это попытка скопировать чужие формальные достижения, приправить это как можно лучше, вкусно сделать, да? И при этом смазать все елием, стилист ты хренов. Ты думаешь, кстати, вдохновение идет оттуда? Нифига, оно идет отсюда, вот в кровище оно бурлит, вот это вот вдохновение, вот. Только не говори, что тебя не будоражит этот таинственный стук, от которого хочется развязать свой язык до нельзя и пуститься в пляс. Я бы отлично тут справился в одиночку, и мне этот твой ненаглядный бы не понадобился. Но ты же всегда возвращаешься на место преступления, потому что тебе не просто хочется прибирать на нем. Тебе не только это нравится, тебе нравится само преступление. Мы сидим здесь много лет, и ты каждый день изо дня в день внимаешь каждой моей выдумке, каждой пошлой шутке. Ну, сегодня у тебя вдохновение, сегодня ты гений. И делаешь вид, будто бы не запачкался об мои грешочки, которые у нас общие. Так что, когда я на вопрос, кого из нас сольют, отвечаю усмешкой, я, мать твою, прекрасно понимаю, что я имею в виду. Хочешь поиграть в психолога, да? Это все, на что ты способен. Игра. Вся жизнь игра. Вся жизнь театр. Опять пошлости. А ты в ней актер массовки. Сиди спокойно в своей зонке комфорта и кайфуй. Куда ты лезешь-то, блин? Ты же сам чувствуешь эту боль несоответствия, когда пишешь свою байду. Тебе хочется вернуться в детство, в Чунгачангу, лазать по пальмам. Но ты многое себе запретил. А я обладаю этим в избытке. Ты думаешь, я бес? Ни хрена подобного. Я часть тебя. Мы две половинки одной черепной коробки. Ну, значит, мы равны. Но ты хочешь быть один. Ну, ты же сам мне только что чуть ли не с радостью сообщил, что одного из нас... Я говорю о том,
что это может произойти. Но ты именно хочешь этого. Твое подложное дружелюбие есть не что иное, как попытка обелить себя, показать мне, что ты на меня похож, что в тебе тоже есть свет, и, соответственно, твои мнения также светлы и правильные, и через это прельстить меня на них поддаться, хотя они ложные. Но я распознаю такую игру сильно издалека. Тебе меня в ней не переиграть. Это мое поле. Я в нем пахарь, а ты чмо на пригорке. Слышь, великий инквизитор, я не инквизитор, а ты не Иисус. Не проводи таких громких параллелей. Твой удел хохмочки, мемасики, шутеечки, отсылочки, детенок мелочной культуры. Ты искришь, но все твои искорки сгорают в ту же секунду, а меня свет пронизывает насквозь. Насквозь, говоришь? Тогда почему такая тень вон там? Вот ты и показал себя. Все-таки ты хочешь остаться один. Но ты теряешь главный посыл нашего разговора. Я не бес, я часть тебя. Но ты слишком горд, чтобы это увидеть. Ты ведешь себя так, будто ты здесь один. А я так, опухоль в мозгу. Но тебе же надо до нее докопаться. Ты же правильный. Ты не знаешь, что на это ответить. Потому что знаешь, что это правда, гордый праведник. Я хотя бы сижу смирно, молча тычу. Тебя не трогаю. Я уж давно перестал тебя, как бы ты бы это сказал, искушать. О каком смирении ты говоришь, если он тебе не нужен? Я с ним хотя бы не воюю. А кто с ним воюет? Я, что ли? Опосредованно. Поясни. Все ответы перед Шнобелем. Но он заслоняет тебе картинку маслом. Отшутишься, понятно. Это вот в тебе вот прям от них вот. Ты у них научился вот это вот бесовское, вот это вот что-нибудь ляпнуть такое таинственное, а человек сиди, гадай, что он там имел в виду? Ну, какая ж ты гадость, вот прям днище, вот прям тфу. Видишь библиотеку за моей спиной? Она здесь копится уже много лет. В ней вся память, все полученные знания за всю жизнь, вся узнанная душевная польза. Ты хоть что-нибудь из этого в руки брал? Нет. Я дал смаковать тебе это в гордом одиночестве, как ты и любишь. Слушай, у нас уже много раз были подобные разговоры. Я уже давно приобрел стоическое спокойствие, когда ты, посмеявшись с моей дурной шутки, что-то бормотнешь себе под нос и вроде как очистился, а я такой плохой типа остался, грязный. Хрен с ним. Я смирился, что этот разговор вообще повторяется изо дня в день. Но сегодня он особенно острый и охренеть как важен, потому что одного из нас хотят слить. А это уже точка невозврата. Я вижу, как ты хочешь, чтобы я ушел. Да я бы и ушел. Только тебя жалко. Вот этой-то жалости ты годами и не видишь. Я знаю, что отдаться с головой в аскезу, которую я, может быть, и уважаю, несмотря на все свое богохульство и легкомыслие, ты не можешь. Ты далеко не монах, ты знаешь это. Я-то вообще конченый. Но я здесь, чтобы уравновешивать тебя, время от времени давать тебе отдых. Но тебе почему-то вкралась в голову мысль, что я темная сторона, а ты светлая. Я тебе говорил уже, мы оба здесь больные. Ты похож на меня, а я, это твою мать, похож на тебя. Даже не верится, что я это говорю. Я ни слова, вот не говори ничего. Знаешь, а я уйду. Ембись оно хореем. Да. Ты взвоишь, я ухожу. Не-не-не-не, подожди. Я хочу, чтобы ты знал. Я ухожу не потому, что я согласился там с твоей правотой там или что-то в этом роде. Нет. Я ухожу в обиде. За то, что ты не уравновешивал меня. Ты разделял мои грехи.
Но частичку света, который мне так тяжело дается, ты мне не подарил. Потому что тебе трудно полюбить душу, которую мы с тобой составляем целиком. Вместе мы могли бы совместить великую душевную пользу и невинное веселье. А оно бы таким стало, если б ты сделал бы так, чтобы мне хотелось перевоспитаться. Стать похожим на тебя. Но ты этого не сделал. И я зол на тебя, что ты этой пользой не поделился. А веселье из-за этого прогнило. И ты, о самая мерзость, вкушал его со мной. Стой! Останься. Прошу. Я многое мог бы сейчас сказать. Ой, избавь. Ладно. Что там в твоих книжках?